Всем привет, с вами Вадим, и сегодня поговорим о моем любимом мотоцикле Triumph Bonneville T120. Я владелец этого мотоцикла уже 3 года, купил я его в 2023 году, в январе. Первая ошибка, которую я совершил, я его купил зимой. Ну, с одной стороны, зимой покупать мотоциклы выгодно, потому что на них хорошая скидка, особенно на прошлогоднюю модель. С другой стороны, цена на мотоцикл не сильно изменилась, но изменился курс доллара, по которому я покупал. Поэтому вполне выгодная была сделка. Мотоцикл хорош тем, что он не очень большой и не очень маленький. Он не шумный, как некоторые Харлей, но по ощущениям он сравним со Спортстером, только комфортным, хотя таким же металлическим, но комфортным ощущением. Я на нем проездил 3 года, проехал около 13 тысяч километров. И могу сказать то, что я получил несказанное удовольствие от эксплуатации данного аппарата. Тем не менее, у меня есть свой опыт, свое мнение об этом мотоцикле. И скажу честно, если бы мне было необходимо купить мотоцикл сегодня и выбрать какую-то модель конкретную, я бы выбрал, скорее всего, опять же, этот T120, потому что мне он нравится. Это первый мотоцикл, который я хотел купить как первый мотоцикл, но купил в свое время Sportster. Это был лидер среди тройки моих фаворитов. Его не было, к сожалению, тогда в продаже в Беларуси, в Минске. Я не мог купить Bonneville T120, даже не мог нигде посидеть на нем. Хотя вот сидел на модели попроще, T100, но она была после тюнинга, после какого-то владельца, восстановленная, и, скажем так, мне показался мотоцикл более легким по ощущениям. Мне хотелось все-таки тяжелого, брутального мужского мотоцикла. А это хулиганский мотоцикл на самом деле. T120 мотоцикл не для тех, кто любит слишком медленно ездить. Это мотоцикл для тех, кто любит похулиганить, но при этом похулиганить по-джентльменски. Если вы любите посещать такие мероприятия, как Gentleman Ride, то Bonneville T120 это прям проходной билет на такие мероприятия. Что касается тюнинга, который я сделал. Тюнинга здесь минимум. Я заменил первым делом горловину бака на систему CAP от Maton. И, естественно, купил кофры оригинальные, ручку подогрева. Спустя какое-то время купил центральную стойку для мотоцикла и сразу же багажник, потому что я намеревался на нем много путешествовать. В принципе, я на нем путешествовал, но гораздо меньше, чем хотелось бы. А больше я тюнинга на него и не навешивал. Да, сиденье. Сейчас я сижу на стандартном сиденье. У меня есть еще сиденье более комфортное, оно более дорогое. Но и сегодня у меня фотосессия мотоцикла, потому что я его вынужден продавать. И вынужден продавать по внешним причинам, не связанным с желанием менять мотоцикл. Просто есть необходимость в деньгах, поэтому я решил распрощаться с мотоциклом на какое-то время. И, скорее всего, вернусь к мотоциклетный мир через год-два обязательно. Скорее всего, это будет другой какой-то мотоцикл, но если не будет вариантов выбрать что-то более прикольное, я, наверное, с удовольствием вернусь на T120. Буду ли его брать в салоне, не знаю, потому что в салоне вы, приобретая мотоцикл, выезжая за двери салона, вы уже теряете порядка 10-20% от его первоначальной стоимости, что не очень-то и выгодно на самом деле. Но с другой стороны, вы получаете сервисную карту, вы точно знаете то, что мотоцикл принадлежит только вам, и больше никто не ездил на нем, никто не вмешивался в его работу, и вы берете вообще новую технику. И я
всячески скажу то, что если есть финансовая возможность брать мотоцикл новым, берите новым, это вас убережет от многих проблем. Что касается самого мотоцикла, претензий у меня к нему мало, но есть. Претензия номер один – выхлопная система. Звук, все нравится, со звуком все в порядке, выхлоп отличный. Громкий нет, не громкий, тихий нет, не тихий. Достаточный для того, чтобы быть заметным на дороге, достаточный для того, чтобы не привлекать внимание полицию. Меня на нем никто никогда не останавливал. Недостатки выхлопной системы есть. Прежде всего, если вам необходимо смазать цепь и обслужить цепь в целом, ее натянуть, допустим, вам необходимо будет снять всю эту выхлопную систему чудесную, которая требует особого внимания. Она закрывает болты регулировочные и закрывает, по сути дела, возможность снять колесо, его ослабить. И без снятия выхлопной системы у вас это не получится. Чтобы ее снять, нужно снять багажник, кофры, багажник, открутить подножку пассажира. И только тогда вы сможете снять выхлопную систему, открутив несколько болтов. Только после этого вы сможете начать регулировать натяжение цепи. Это недостаток. Для тех, кто много ездит, вы просто заколебетесь на самом деле. Каждые там несколько тысяч километров обслуживать цепь, это будет очень некомфортно. Это единственный, наверное, недостаток цепи. Вы можете поменять выхлопную систему на более короткую, более шумную, более крутую, и у вас необходимости ее снимать каждый раз не будет. Поэтому выбирайте сами. Прямотока у меня нету, хром, с хромом доволен, эксплуатация хрома, в принципе, штука вполне нормальная. Главное не допускать попадания грязи, а если грязь попадает, там мошки и все остальное, стараться их отмыть сразу же, пока они не сильно сгорели, но они 100 пудов сгорят, и вам придется натирать, начищать трубы. В принципе, мотоцикл выглядит норм, даже спустя 3 года эксплуатации. Единственное, что будьте осторожны с краской, здесь краска довольно-таки легко царапается эксплуатационно, и будут заметны любые царапины, любые неудачные попытки помыть мотоцикл с помощью тряпки будут заметны уже на баке после первой же мойки, поэтому либо мойте специальными средствами, специальными тряпками и все остальное, либо обращайтесь в специализированные центры, где вам помоют мотоцикл. Дальше, что мне нравится в этом мотоцикле: размер. Он не сильно маленький, не сильно большой. Для эксплуатации в городе, за городом его достаточно. Для путешествия соло его за глаза. Для путешествия на 500-900 километров хватает и мощности на трассе, и скорости. Этого всего хватает. Сколько жрет, сколько прет. Жрет и прет нормально. Жрет он меньше, чем Harley Sportster, однозначно. Около 4-5 литров на 100 километров, но может и больше, в зависимости от того, с какой динамикой вы ездите. Если будете ехать очень быстро по трассе, груженным, то может и 10 литров, наверное, сожрать. А если будете ездить по городу и стоять в пробках постоянно, черт его знает, всегда по-разному. Около 5-6 литров он ест. Комфорт езды, везде комфортно на нем, и в городе комфортно, и за городом комфортно, и вы можете везде развернуться, маневрировать и ездить. Поэтому мотоцикл вполне комфортный для поездок за город и поездок в городе. Для каждого дня ли он? Да, он вполне позволяет эксплуатировать себя каждый день в любую погоду. Я бы, наверное, не стал бы на нем ездить каждый день. Можно купить более дешевый аппарат и ездить на нем каждый день, сколько влезет. Все-таки классики, они больше для выходного дня, на мой взгляд. Хотя никто не запрещает вам ездить на нем каждый день. Просто имейте в виду, что мотоцикл круизерного типа нужно постоянно держать в чистоте. И в ежедневной эксплуатации это будет иногда проблематично. Что касается стоимости мотоцикла, каждый выбирает по карману.
по ситуации. Мотоцикл не относится к группе дешевых мотоциклов, он относится, на мой взгляд, к середнячку. Как первый мотоцикл я его могу рекомендовать не всем, а тем, кто вот хочет именно классик и имеет деньги. Это бескомпромиссный классик. Есть и другие производители, которые делают тоже классические мотоциклы. Но, на мой взгляд, если у вас отношение к жизни такое, как у меня, никаких компромиссов быть не может, то ваш путь — это Bonneville и именно T120. Не путайте с моделью T100, у которой кубиков значительно меньше, и она и стоит дешевле, и вообще динамика, и вообще это другой мотоцикл. Хотя выглядят они практически одинаково, в эксплуатации они будут немножечко разные. Если вы хотите путешествовать далеко надолго, то T120 будет более правильным выбором, чем T100. Хотя я не против и T100, но T120 гораздо лучше, на мой взгляд. Скорость. Скорость очень важна для многих мотоциклистов. Классики, они не созданы для того, чтобы делать какие-то рекорды. И, естественно, этот мотоцикл не будет ехать 220. Единственное, что вам нужно знать, то что он разгоняется вполне достаточно в дозволенных диапазонах скорости в Европе. А это значит, что 150 вы будете ехать спокойно на нем, 120, 140 круизерная скорость. Комфортная круизерная скорость составляет порядка 110 км в час. Вот 100-110 км в час вы будете ехать совершенно комфортно себя ощущая. А если где-то за городом, то 90, 80-90 вообще по кайфу будете пых-пых-пых, буль-буль-буль и получать удовольствие от поездки. Что касается максимальной скорости, на которую я разгонял этот мотоцикл, это 180 с небольшим километров в час на трассе, пустой, большой, с горочки, но я был груженный. 180 с хвостиком, 184 или 185, не помню точно. Но это максимум предел, который я из него выжимал. И это, возможно, не максимум мотоцикла, но это, наверное, мой физический максимум, потому что на такой скорости без обтекателя, без лобового стекла вам будет ехать максимально некомфортно. И на этой скорости я ехал лежа на баке, непродолжительно, несколько километров я так проехал. И скажу честно, больше мне так повторять этот эксперимент не хочется. Потому что на такой скорости даже небольшой шмель, который врежется в вас, будет ощущаться как кусок кирпича, который прилетел в голову, если это влетит в шлем. Поэтому, скажем так, это для тех, кто привык ездить довольно-таки размеренно, комфортно, в безопасных диапазонах. 150 будет ехать продолжительно, да. Не захлебнется, нет. 140-150 вы сможете наворачивать, если вам надо на трассе. Безопасно ли это на таком мотоцикле, решайте сами. Я рекомендую ездить на скоростях 100, 110, 130 км в час. Это будет вполне безопасно и комфортно. Комфорт заканчивается на 110, как и на любом мотоцикле, без лобового обтекателя. Что касается эксплуатации в городе, он проезжает везде среди автомобилей, препятствий, можно ехать в межрядье, никаких проблем вызывать это не будет. Ставить ли зеркала какие-нибудь нестандартные, не рекомендую, потому что те, кто ставит зеркала на бок, они забывают то, что у них увеличивается размер руля. А эти таракани усики — это все-таки дань моде, стиль и все остальное. И мне это нравится. Это очень удобные, хорошие зеркала, лучше, чем у Харлея в разы. По крайней мере, лучше, чем у Спортстера. В них видно все. Высота, у меня рост 187, и с моим ростом мне комфортно использовать именно вот такие зеркала. Использовать какие-то зеркала, которые снизу руля, это небезопасно, неудобно, некомфортно. Вы будете цеплять автомобили, а эта штука не цепляет автомобили, она находится за пределами
то есть внутри руля, не выступает за пределы, за габариты самого мотоцикла. Единственное, что маршрутки, маленькие грузовички будут есть шанс зацепить зеркала не на этой высоте. Эксплуатация, замена масла и все остальное. Менять масло легко, просто и непринужденно. Вкручиваете многогранником, шестигранником, по-моему, пробку, сливаете масло, заливаете новое, меняете фильтр. Это все можно сделать без особых ключей. Единственное, что съемник оригинальный будет стоить какую-то денежку небольшую, около $8-10. И вы сможете откручивать фильтра самого Триумфа. И вообще есть замена, которая позволяет многогранникам, тоже шестигранникам, откручивать фильтра со встроенной головкой, которые вообще легко закручивать, откручивать, и проблем не будет. Смена воздушного фильтра тоже не вызывает проблем. Единственное, что вам понадобится трещотка, желательно с гибким наконечником, чтобы не царапать бак при вытаскивании болтов. Мотоцикл, крышка мотора чувствительна к всякой химии, поэтому, скорее всего, рано или поздно вы столкнетесь с тем, что алюминий крышки, он будет странного цвета, но это решается проблема полировки. Лучше, конечно, мыть его в специализированных местах. Тюнинг дополнительный. Естественно, я использую систему Quad-Lock беспроводную с виброподвесом, которая позволяет мне крепить мой мобильный телефон к мотоциклу в путешествиях, получать навигацию и все остальное. Полезная штука. Покупки рекомендую, особенно если у вас iPhone или Galaxy. Там есть у производителя неплохие чехлы, мощные, тяжелые, брутальные, но я бы, наверное, второй раз купил бы, не жалею, что пользуюсь этой системой. И также обязательно купите какую-нибудь систему сигнализации, желательно на диск, желательно пищалку. Есть много производителей, есть дорогие производители, я бы не экономил бы на этом. Но опять же, вы можете взять на Триумфе модели, которые позволяют устанавливать либо на диск, либо в сам мотоцикл вовнутрь системы сигнализации. Но вы будете переплачивать, лучше возьмите тех же самых производителей, но несколько дешевле, без бренда Triumph. Вы возьмете, наверное, то же самое на самом деле, если берете тех же производителей, по сути дела. Какие есть плюсы у него? Быстросъемное сиденье, которое можно поменять. У меня их два, одно комфортное, второе заводское. И USB-порт под сиденьем, который позволяет вам подключить ту же систему подзарядки телефона. Не париться с проводкой, а подключить просто через обычный USB-порт Type-A, но большой USB-порт. По кайфу ли ездить на этом мотоцикле? Да, определенно по кайфу. Он комфортный, он быстрый, мощный. Мне нравится эффект под дурачка, когда автомобилисты думают, что ты едешь на старой развалюхе, а ты даешь газу, и они не ожидают, что этот мотоцикл, эта развалина может ехать с такой скоростью. Потому что все думают, что едешь на Яве. Мне так кажется. Удобно ли ездить двойкой? Не знаю, не ездил двойкой. Ездил груженым, очень груженым, с большим количеством сумок. Комфортно, удобно. Ездить вдвоем не пробовал, не знаю. Жрет, прет, жрет и прет на все деньги. Жрет меньше, чем Харлей, прет лучше, чем Харлей. Или столько же, скорее всего, лучше. Удобно ли использовать в городе? Да. Удобно ли использовать за городом? Удобно. Как относятся другие мотоциклисты? С уважением. Как относятся автомобилисты? Кто-то с уважением, кто-то как к говну. Как всем мотоциклистам. По сути дела, если вы хотите купить мотоцикл и рассматриваете классик, и у вас стоит пунктик, что никаких компромиссов, берите Т-120. Если вы просто хотите классик, берите что-нибудь другое дешевле. Получите ли вы удовольствие? Получите. Такое же? Не знаю. Горячий ли мотоцикл? Не сильно. Пока не включается вентилятор, не сильно горячий. Если вы стоите в пробке и вентилятор включился,
И, соответственно, когда кулер включается, он будет дуть вам на ноги. Комфортнее ли в этом плане, чем Спортстер? Да, Спортстер хуже в этом плане. На Спортстере либо жаришься, либо мерзнешь. Одно из двух. Здесь комфортно. Не холодно, не жарко. Иногда хочется, чтобы было пожарче, когда холодно, чтобы можно было согреться. Ощущения на мотоцикле. Ощущения явно лучше, чем на Харлее. Маневрировать на нем удобнее. Можно больше закладывать. Кайфульки. Лучше ли, чем на спортивном мотоцикле? Сложно судить, я на спортивных мотоциклах особо и не ездил. Скажу честно, они обгоняют и обгоняют очень хорошо, но не на старте. На старте он рвет очень мощно. Первые 100 метров вы выиграете у большинства спортивных мотоциклов, а дальше они улетят куда-то далеко в горизонт, а вы поедете дальше на своей любимой скорости. Но разгоняется он достаточно хорошо и быстро, мощности хватает. Компьютер голову не дурит, удобно смотреть на приборную доску, она очень удобная, мне очень нравится то, что здесь есть и спидометр, и тахометр, и электронные показатели. Я знаю, сколько бензина осталось до заправки, я знаю, какое расстояние осталось до заправки. Ни разу не обсыхал. 50 километров точно хватает. Когда начинает мигать, уже значит, что остается очень-очень мало. Я на мигающем доезжал до заправки. Но, естественно, я выключал все, что можно выключить мотоцикла, чтобы доехать. И ехал на скорости в 60 километров в час, ровненько, на повышенной передаче, но чтобы он крутился. И тогда, в принципе, протянуть 50 километров сможете. Наверное, все. Ребята, когда покупаете классик, просто помните то, что покупаете не только красивую штуку, вы покупаете и вещь, которую нужно эксплуатировать должным образом. Соответственно, вам придется купить и соответствующую одежду, ездить в кожаном комбинезоне на классике негоже. Поэтому, покупая классик, помните то, что экипировку вам придется тоже купить какую-нибудь классическую, а у нее есть свои недостатки. Первый недостаток — это стоимость, второй — это эксплуатационный недостаток экипировки. В коже зимой, то есть по холоду холодно, летом в коже жарко, поэтому вам придется иметь несколько комплектов одежды, которые будут соответствовать сезону и погодным условиям. И на завершение скажу, что Triumph — это серьезная марка, это не мотоцикл на один день, это компания, у которой хорошие планы на будущее, это хорошие дилеры, с которыми приятно иметь дело. Мареку из Триумфа особый привет, директору салона во Вроцлаве. И могу сразу сказать, что тусовка у триумфовцев очень большая, очень много любителей Триумфа. И очень часто подходят на заправки ребята, автомобилисты, которые подходят, говорят: у меня такой же мотоцикл, тоже Триумф, и только более старый, или более новый, или немножко другая модель. Но подходят, здороваются, общаются. И это очень важно. Комьюнити есть. Ребята все, кого я встречал, очень интеллигентные ребята. Встречал даже на заправке как-то дальнобойщика, у которого тоже Триумф, но старенький. При этом старенький — это не значит, что он дешевле будет стоить. Старенькие Триумфы карбюраторные сейчас стоят иногда чуть ли не в 2 раза дороже, чем новые Триумфы. Не всегда старые равно дешевые. Могу сказать то, что если выбирать для Европы мотоцикл, то я бы выбрал бы Триумф и выбрал бы это осознанно. Забыл сказать про фары. Фара здесь обалденная по сравнению с любым Харлеем. Здесь фара светодиодная, яркая, мощная.
и освещают дорогу в любой ситуации. Я, бывает, езжу по трассам ночью, бывает, езжу по проселочным дорогам в темноте, и здесь фара реально выручает. Дополнительный свет, на мой взгляд, этому мотоциклу даже не нужен. Дополнительные какие-то рамки, дуги многие не ставят, потому что портит вид. Хотя есть заводские, серийные, вполне качественные, красивые дуги. Я не ставил, мне не надо. Уроню так уроню. Все равно, скорее всего, пострадают подножки, поцарапается все равно выхлопная. Поэтому бак не повредится, скорее всего, если будет установлена соответствующая дуга. Но мне кажется, без дуг этот мотоцикл смотрится гораздо красивее, чем с ними. Ребята, катайтесь, получайте удовольствие, не слушайте никого. Если захотели купить мотоцикл, покупайте. Если хотите какой-то определенный, берите, тоже не слушайте никого. Если вам нравятся классики, берите классики. Если вам нравятся спорты, берите спорты. Что я могу сказать? Если нравятся круизеры, берите круизеры. Если вам нужно что-то круизерно-классическое, буду рекомендовать Триумф. Если вам нужно что-то для путешествий, то присмотритесь на туристические мотоциклы. Триумф — это про красивые, недалекие путешествия. Если вам нужны путешествия в 1000 километров, 3000, то на Триумфе, наверное, это делать будет не так уж и комфортно. Но вполне возможно. Я ездил. Удачи, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и увидимся в следующих видео. Пока!